Обнимашки. Сашка Охрямчук курил, выпуская дым в открытое окно. Жена снова обиделась. Он искренне не понимал, почему. Маманя на батю никогда не обижалась, соглашалась во всем. Они всегда очень дружно жили. Обижался он. Редко, недолго, потом как-то забывалось, да и некогда было дуться. Работы у Сашки по дому всегда хватало. Он единственный ребенок в семье, в зажиточной семье. Лет 7 донашивал вещи за двоюродными братьями, сыновьями маминой сестры. И вся мелкая домашняя работа, посуду помыть, прибраться, траву в огороде подергать или за курами убрать, была на нем. Одно время он очень хотел футбольный мяч, все мечтал, что подарят ему родители на день рождения, но отец решил, что некогда ерундой заниматься, мячик пинать, нужно кроликам травы нарезать, за свиньями убрать и картоху окучить. Батя очень боялся, что сын станет белоручкой, избаловать боялся, поэтому ни доброго слова, ни ласки Сашка так и не дождался. И что батя им гордится, узнавал случайно, ненароком, из подслушанных разговоров, из вскользь брошенных слов. Детство и будни, и праздники пролетело очень быстро. Но он не считал свое детство несчастливым. Он умел просто радоваться солнышку или снегу, или отцовскому хорошему настроению, хотя это редко случалось. В 14 он из дома ушел. Поступил в Суворовское училище, закончил его, а вот офицером стать не сложилось. После тяжелого гриппа вылезло осложнение, аритмия, и медкомиссия забраковала. А он в летное училище хотел поступать, а в летное такой отбор, что держись. Может, поэтому Соня в сердцах часто называет его деревянным. Он очень хочет быть нежным, но как по Роблину, ничего из себя выжать не в состоянии. Один раз даже к психологу ходил, уже взрослым. Но после первого вопроса, видел ли он в детстве свою маму обнаженной, Сашка ушел и больше никогда попыток разобраться в своих психологических зажимах не делал. Соня обиженно гремела тарелками на кухне, а Саня курил уже вторую сигарету и не знал, что лучше – сейчас подойти мириться или подождать, пока жена успокоится. «Саня, ты не боишься, что никотин сейчас у тебя уже из ушей закапает? Иди есть!» – подала голос Соня. Кажется, уже не обижается. Саня быстренько юркнул в ванную, ополоснул лицо и явился на кухню. «Соня, ты извини меня». «Да ладно, я уже и забыла». Они весело уплетали завтрак, обговаривали выезд на природу. Телефон звонил длинно, междугородний звонок. Еще ничего не подозревая, Саня снял трубку. «Сына, беда!» – услышал он голос мамы. «Папку в больницу увезли. Умирает он. Тебя велел вызвать. Торопись, сына, он совсем плохой». Мама зашлась рыданиями. «Мама, не плачь. Я выезжаю». Саня с такой силой швырнул трубку, что чуть не разбил аппарат. Соня поняла, что случилось что-то очень плохое. Она засуетилась, но Саня уже схватил сумку и одевался на бегу. «Сонюшка, батя помирает, я поеду. Все потом, ладно?» Он выскочил из квартиры, тормознул машину, поехал на станцию. Через 3 часа на дрожащих ногах он поднимался к отцу в палату. Строгая медсестра выдала ему халат и бахилы. Только после того, как он облачился в эти доспехи, пропустила в палату. «Санька, слава Богу, ты успел!» Такими словами встретил его батя. Саня старался не рассматривать отца. Тот всегда крепкий, упругий, ловкий, исхудал до лиловой прозрачности. Он никогда не мог представить батю стариком. Такой был живчик. А тут потерялся от неожиданности. Стало невозможно дышать, и он, цепляясь за первый попавшийся повод, помыть фрукты, выскользнул из палаты. Одноместная палата – это нехороший знак. Умирающих обычно стараются разместить в одноместной палате. Саня долго мыл фрукты, а когда вернулся, ему стало полегче, не дрожали руки, не слезились глаза. Батя прокашлялся и заговорил. «Надо поговорить, сына. Ты понимаешь, я раньше как слепой чурбан был. Жизнь прожил, а вспомнить-то нечего. Радости не было. В армии мечтал, что будет у меня сын, помощник, друг.
А когда ты родился, то я тебя в черном теле держал. Как вспомню, аж внутри все печет. Помню, на день рождения к Вальке Зайцеву собрались. Он тебя на месяц младше. Я купил ему в колхозмаге заводной катер. Его можно было в воду пускать, и он плыл и фырчал почти как настоящий. Ты как узнал, что это Вальке, в слезы, и даже на день рождения с нами идти отказывался. А я тогда разозлился, в угол тебя поставил. А сейчас вспоминаю и думаю, чужому ребенку игрушку подарил, а своего все избаловать боялся. Батя вдруг разрыдался, как маленький. И Сашка прижал почти невесомого батю к своей груди, гладил его по спине и говорил: «Бать, ну что за ерунда? Я не помню ничего этого, считай, значит, и не было». Пришла медсестра с лоточком, сделала бате укол, и Сашка обрадовался ей как празднику. Его тяготил этот разговор. Что было, то прошло. Ворошить прошлое это бабы любят, а он не баба. Тем более, что действительно зла и обид на родителей не держал. Не считал себя ни в чем обделенным, а теперь был готов что угодно сделать, только бы батя жил. 3 дня Сашка, изредка кимаря, и выбегая на минутку покурить, в 5 затяжек, как в армии, выкуривая сигарету, сидел у постели умирающего. Тот каялся, Сашке было неловко, больно и безумно жаль батю. Он почти не ел, не спал и уже с тоской думал, что скоро будет пахнуть как бомж, но отойти от бати боялся дольше, чем на 5 минут. Маманя сжалилась и сменила его с утра до обеда. Сашка пришел домой к родителям, час стоял под душем, потом завалился на свой диванчик и мгновенно уснул. Снился ему батя, молодой, не седой еще совсем, и будто батя уезжает куда-то, а Сашка его провожает на каком-то вокзале. У бати в руках огромная сумка. И вот уже проводница говорит, что поезд отправляется, а батя ему отдает эту огромную сумку и легко запрыгивает на подножку. Саша раскрывает сумку, а из нее выкатывается футбольный мяч, игрушечный катер, солдатики, надувная лодка и много всякой всячины. Сашка уже не может эту сумку удержать, а из нее все ползут игрушки, вещи. Сашка проснулся. За окном сгущались сумерки. С ужасом вскочил, оделся и побежал в больницу. Маманя сидела у батиной койки и крепко держала его руку в своей руке. Она вздремнула и не заметила, как вошел сын. Батя открыл глаза, улыбнулся Саньке и одними губами сказал: «Кажется, все». На похоронах у бати было немного народу. Родные, соседи. Друзей у бати закадычных не было. Санька позвонил нескольким, сказал, когда похороны, но никто так и не пришел. Соня приехала, а Кольку сына оставила своей маме. Попрощались с батей, похоронили, помянули, и Сашка с женой собрались домой. Хотели маманю забрать, но та наотрез отказалась. После похорон навалилась на Сашку тоска. Каждую ночь почти батя снится, и вроде он живой, и вроде так укоризненно говорит: «Зачем вы меня закопали? Там холодно». Сашка спать перестал. На 9 дней накупил снеди, поехал к мамане. После того, как помянули батю, пошел Санька в церковь. Священник выслушал внимательно, помолчал, потом сказал, что, скорее всего, что-то батину душу терзает и не отпускает. Посоветовал больше молиться. С тем Сашка и вернулся домой. Дома Колька и Соня смотрели мультик и пели песню про Чунга-Чангу. Пели мимо нот. Услышали, как Сашка вошел, и бросились к нему. «Папка приехал!» – вопил Колька. Он побежал в свою комнату и принес раскраску. «Папка, смотри, как я машину раскрасил!» Колька с такой радостью совал раскраску Сашке, ожидая отцовского одобрения. Но Сашка так устал. Он кисло улыбнулся, потрепал Кольку по плечу и сказал: «Сын, а я устал чего-то. Иди поиграй». Соня смотрела на него, как на больного, потом пощупала лоб. «Выглядишь ты неважно». Она погладила Сашку по голове. «Пойди приляг или покормить тебя». Но Сашка от еды отказался и, ополоснувшись под душем, завалился спать. Опять снилось черти что. Вроде бы он бреется, а из зеркала на него смотрит батя. И нехорошо так смотрит. И он начинает метаться, а кругом зеркала. И во всех зеркалах он свое лицо видит, не свое лицо видит, а батина. И жуткий во сне батин смех. Опять проснулся в холодном поту, вышел на кухню, выпил воды и уставился в окно. Глухо бухало сердце.
Он не заметил, как на кухню вышел Колька. «Папка, а ты плакал?» «Нет». «Тебе больно?» «Больно, Коля». «А что у тебя болит?» «Душа у меня болит, сынок». «Папа, а хочешь, я тебя обниму, и все заживет?» Мы в садике играем в обнимашки. Колька обнял его маленькими ручками и крепко сжал. «Ну что, тебе легче?» – спросил он, не разжимая рук. Сашка замер, а потом вдруг из глаз закапали слезы. Было нестерпимо жаль себя, отца, мать, Кольку, весь мир, которому так не хватало вот таких обнимашек, которые лечат душевную боль. Сашка обнял сына и поднял его на руки. Он ходил с Колькой по кухне, рассказывал ему какие-то смешные случаи своего детства, и Колька вскоре уснул. Сашка отнес сына в кровать, а сам до утра сидел на кухне и смотрел в окно. На душе было пусто. Когда Соня проснулась, Сашка уже ушел. Он поехал на птичий рынок. Колька давно клянчил щенка, а Сашка отнекивался, ворчал, что, мол, через день наиграешься, а родителям потом возись с собакой. Сашка вдруг в то утро понял, что Колькина мечта о щенке так похожа на его мечту о настоящем футбольном мяче. А каяться и просить прощения в старости Сашке не хотелось. Больно это очень и не нужно никому.